Здравствуйте, друзья! Очередная кинокамера Fujica P1. У нее формат Super 8, но кассета у нее была разработана именно японцами вот в таком формате Single 8. Точно не знаю, но возможно, что этот формат немножечко опоздал на несколько лет там, и кодек как бы захватил рынок и стали более популярны для Super 8 именно вот кассеты такого вот плана, ну, которые нам всем известны. А этот формат, особенно вот у нас в Украине, он малоизвестен, скажем так. Я думаю, что вообще очень редко кто снимает именно с помощью таких кассет и подобных кинокамер. Очень много моделей Fujica сама выпускала именно с таким форматом. Еще знаю Canon 518 SV есть тоже Single 8. Вот с такой вот надписью Single 8. Single 8. Это очередной подарочек, как всегда, от Жени. Спасибо вам большое, огромное дякую. И давайте мы рассмотрим нашу кинокамеру. Это очень простая кинокамера. Значит, счетчик метража. Маркер обозначает это плоскость пленки. На передней панели кнопка включения-выключения кинокамеры и кнопка пуска с гнездом для подтросик. Для того, чтобы могли снимать, допустим, со штатива вот таким вот образом. Дальше объектив 11,5 мм и диафрагма полностью открыта 1,8. У нас не сквозной видоискатель, то есть не TTL, не через призму. То есть весь свет, который сюда попадает, он весь попадает, не теряясь, на кинопленку. Значит, под шнур тельмячок маленький, либо под ремень, видимо, ну, у меня его нет. Далее здесь у нас металлическое гнездо под штатив, винт для отсека, открывать отсек для батареек двух видов. Вот сейчас мы посмотрим, какие здесь у нас. Интересно, так сделали они. Вот мы раскручиваем, и тут у нас отсек для аккумуляторов. И тут же одновременно этот же винтик, грубо говоря, насаживается на другой винтик, который закрывает отсек для другого типа батареек. Ну, у меня их не было, поэтому я тут соединил 625 по 1,5 вольта. Вообще нужны здесь по 1,35. В итоге 2,7 в паре. Они должны быть вот так запаяны, чтобы не касаться корпуса кинокамеры. Мне идут аккумуляторы. Я купил аккумуляторы по 1,2 вольта. Я еще буду играться. Может быть, батарейка с аккумулятором у меня как раз будет 2,7 вольта. Посмотрим. Но планирую, что будут аккумуляторы просто. Очень все понятно. Обозначение полярности. Вставляем эту пару аккумуляторов. В смысле, пару батареечек. Все хорошо закручивается. Как всегда, японцы молодцы. Все у них четко сделано. Все, и батареечки вставляем согласно нашему рисунку. Я использую аккумуляторы. Теперь здесь есть такой вот маленький зацеп в это отверстие. Ну и все, прижимая двумя пальцами, закручиваем. И докручиваем монеткой. 2 гривни. Все. Теперь наша кинокамера должна работать. И смотрим. Да, она работает. Внутри мы видим, значит, прижимной столик. Чем меня заинтересовали вот именно вот этот формат кассет и кинокамер, естественно, то, что у них есть свой прижимной стол. Точно так же, как 2х8, кварц 2х8, есть тоже под супер пленку, и там у них тоже свой столик. И потом, так как мы все знаем, очень часто проблемы вот с этими кассетами. Здесь прижимной стол может быть либо тугой, либо мягкий. Получается, что бывает, что проблемы с этими кассетами. Я считаю, что вот этот формат более надежный. В том смысле, что транспортировка пленки у него постоянно никаких не будет дерганий, ничего. В отличие от вот этого формата
Здесь вот мне на проявку сдают люди, там бывает не дотягивает метр, 1,5 метра, ну метр в основном. И там реально туго. Я вот хочу его потянуть, и оно там где-то прям клинит его. Просто отрезаю все. Ну вот такое вот бывает. Вот кодек, я считаю, что это маленький недостаток вот таких вот кассет, но тоже они очень быстро устанавливаются, хотя эти тоже вставил и все. Они приклеены. Кассеты очень легко разбираются. Они вот таким вот образом идут в продаже. Вот так заклеены. Это я уже отрывал. То есть они не склеены между собой, в отличие от одноразовых кассет типа кодек, где ну, взламываешь и все, больше она уже негодная. Эти можно использовать много раз. Давайте еще раз пройдемся, что у нас внутри. Внутри у нас такие поролоновый. Такой поролон хороший такой, знаете. Упругий, как будто он прорезиненный даже. Да, вот такой. Не чувствую, что он сыпется или еще что-нибудь, не вижу. Такой прям сделан хорошо. Дальше. Именно в этой кинокамере я объясню почему. Потому что у этих кассет очень много достоинств, в смысле, что они универсальные к другим моделям кинокамер по определению ISO, включению-выключению там фильтра. Ну, эта кинокамера очень простая, поэтому здесь у нас только один рычажок, вот, который определяет ISO конкретной кассеты. То есть, когда вы закрыли крышку, и тогда, когда начинаете вращать замок, в этот момент вот эта пластина, вот смотрите, раз, она толкает вот этот вот острая такая иголочка здесь, да, и тем самым она по борозде, сначала она укладывается вот кассета прямо вот на этот щуп, вот этим отверстием, вот этим вот полумесяцем таким, да, и когда вы начинаете закрывать, эта пластина толкает вот эту иголочку и начинает двигаться. И так же самое по кассете. И в какой-то момент она упирается. Да, вот, например, она его толкает, но кассета не дает дальше. Хотя дальше иголочка идет по ходу. То есть там она подпружиненная. То есть вот я ее толкнул. Видите, она такая подпружиненная остается. Она останавливается ровно на том месте, на котором указано в кассете, что она на данный момент это 25 единиц ISO, и она вот в этом месте и останавливается. Так, все. Даже если оно дальше его толкает, оно все равно в этом месте останавливается, и камера знает, что здесь кассета находится с маркировкой 25 ISO. Чем же хороши вот эти вот, да? Очень быстро вставляем, раз, и все. Все, закрыли, все, можно снимать. Очень удобные кассеты, как по мне. Я бы вот... Жаль, что этот формат не был развит так сильно, как Super 8. В смысле, как кассеты именно под Super 8 вот такие. Жаль, что вот этот Single 8 не так сильно распространен. Очень удобный, маленький такой, вот посмотрите в сравнении. Но здесь, то есть, здесь была кинопленка, мы ее проявили. Она просроченная, естественно, 80 какого-то, не помню какого там года. Женя говорил, в общем, попробовал тесты. Он игрался, принудительно прикрывал немножко вот этот вот, чтобы больше диафрагма была открыта. В общем, в итоге мы там проявили, но получились пережаренные кадрики. Потому что можно было снимать по номиналу, она была упакована в полиэтилене, можно было снимать, как оно есть, 25. Не надо было даже открывать, ну это не важно. Важно, что мы можем сюда теперь поместить любую кинопленку, которая у нас в наличии. Например, я планирую сюда помещать Fomapan 100.
черно-белую, Фомопан 100. В общем, кассету нужно переделать под 100 единиц, ну, для того, чтобы камера знала, что у нас 100 единиц будет. Так, все, здесь, по-моему, все. Больше здесь никаких у нас ни рычагов, ничего нет. Это у нас все закрывается. То есть вот эта пластина у нас толкает одновременно и эту иголочку, и прижимает кинопленку прижимным столиком. То есть у нее постоянно одинаковое давление, одинаковое, то есть подпружинивание, скажем так, да. И транспортировка получается кинопленки равномерная, и давление на нее равномерное на всем протяжении. Вот у нас, посмотрим, как крутится, как обычно, как на всех кинокамерах, да. Вот на бобинках крутится вот в эту сторону, по часовой стрелке. А здесь сматывается вот так, 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 так. И вот так. Тут даже вот схемка есть. Схемка на кассете есть такая, вот видите. Небольшая. То есть мы вот ставили. Вот видите, я немножко не дозакрыл. Надо всегда полностью открывать. То есть полностью открывать. То есть если у вас, вот видите, у меня первый раз такое вот произошло, что не закрывается, значит просто вот этот замочек нужно вниз. Раз. Все. Мы закрыли. Вот эта кинокамера, даже не одна, а 8 кинокамер были в одном фильме. Название не помню. Поделиться с вами именно вот это, как он их расположил, эти кинокамеры. Надо будет посмотреть просто, что он там снимал. Я честно говоря, не вникал еще пока, но посмотрю обязательно этот фильм. И название вам тоже напишу. Я не помню. Это буквально вчера его скачал, чтобы вот именно подготовиться, немножко с вами поделиться этой кинокамеры. Они соединяли их на одну пластину, несколько кинокамер, за счет того, что они вот тоненькие, видите, какие они тоненькие, ну вот как кассета. Вот. Видите, даже, ну, может быть, чуть-чуть толще, да, чуть-чуть толще кассеты, совсем чуть-чуть. Вот она. И за счет этого они расположили 4 кинокамеры одной площадочкой, и они так пальцами. Раз, два. 4 пальца одновременно нажимал, и они снимали. И другой тоже оператор снимал точно так же, тоже такими 4. Получалось сразу 8 копий, снимают одну сцену какую-то там, да. Ну, я так понял, что кино для взрослых. Чтобы не повторять там или еще что-то, можно было сразу, видимо, продавать эти копии. Ну, в общем, такое дело. Начали. Готовы, начали. Давайте рассмотрим. Так, что у нас здесь? У нас здесь без диоптрии, без ничего. Видоискатель. Значит, я так понял, здесь еще предусмотрена теленасадочка. Теленасадка, у меня ее нет, потому что я вижу, что здесь есть такие в видоискателе, есть такие скобочки в 2 раза меньше. В общем, видимо, двукратный какой-то была теленасадка, и уже надо было ориентироваться по тем скобочкам таким. Так, я тут немножечко поигрался паяльником. И сделал... Ага, я их порвал случайно, да, дырочки. В общем, я попытался тут намудрить. Зарядим нашу тут кассету, ну, тестовую, нерабочую пленку. Даже такие вот это оригинальные эти куски изоленты. Они вот в этих местах и были приклеены. Давайте я вам расскажу сразу по поводу кассеты. Как же я сделал? Сделал я просто я тут даже меточки сделал. Обычным детским, в смысле школьным транспортиром. Я установил сначала, полосочку сначала
начертил, чтобы и потом уже от центра я сделал пометки, где в 50, по-моему, 52 градуса на 100 единиц это у нас. И отметил, и просверлил дырочку сверлом, чуть-чуть, сначала прихватил чуть-чуть шуруповертом, а потом эта сторона немножко такая с фаской, я ее, вот сейчас я даже надфиль тут приготовил, и я над фильком подровнял, чтобы была плоскость ровненькая, вот таким плоским надфилем, подпилил и немножко края вот так вот, чтобы она могла, чтобы сверло наше могло просверлить четко, чтобы не было фасок всяких полукруглых, а чтобы был четкий такой, знаете, как цилиндр, да, и утопленный, чтобы не соскакивало и такое. Давайте я вам сразу покажу, как же я, видите, я не до конца допилил. То есть она мне определяет и 25, и 100. Можно еще 400 сделать. 200 она получается между ними. Тут она вообще-то, значит, кинокамера может определять 16, 25, 50, 100, 200 и 400. В зависимости от вот этого вот полумесяца, насколько он выпилен. Но я оставил 25, также оставил. Потому что, ну, возможно, там какую-нибудь просрочку можно будет снимать и советскую, и можно будет и воспользоваться вот этой канавкой. А эту я сделал так. В общем, я ее померил 52, градус 52, потом взял штангенциркуль, да, и сделал вот так вот. И прочертил такую одну полосочку и верхнюю. И в этом месте я попал. Хотя ее можно и выше сделать. Главное, чтобы она была в одном месте. Можно и ближе, дальше, но чтобы она попала вот именно вот эти 52 градуса по центру. Теперь как же быть в этом случае, когда у нас оттянуто до конца? И просто беру вот этот вот, я его вот так сделаю, толкну. Теперь вставляю кассету. И отпустил. Ага, нет, не попал. Сейчас попаду. Вот у нас, видите, иголочка. Как бы она посерединочке стоит. Это у нас в 100 единиц. Если сейчас я ее верну на 16, и она сбросится. Вот она сбросилась на 16. И если она немножко, то вот 25, она совсем чуть-чуть. Но нам надо 100. Я уже так вычислил, что вот напротив вот этого болтика. Вот напротив болтика вставляю. Все, вот она у нас на 100. Не выскочит. Не выскочит. Теперь закрываем и зажимаем. Я беру какой-то лист бумаги белый и просто смотрю. То есть там она четко ступенчато идет. Там не идет плавный реостат, там идет именно ступенчато. Например, я без кассеты посмотрел, у меня там, например, показывает 2,8. А когда я установил 100, у меня раз там показало 5,6, допустим, да, или там между 5,6 и 8. Я знаю, что у меня сработало. В правильном положении находится вот тот штифтик, который попал именно в паз кассеты, которую я сам высверлил. Так. Теперь, когда мы поднимаем кассету, он должен выстрелить. Все. Теперь давайте с кассетой разберемся. Чем она хороша? Тем, что она не клееная. То есть открывается, вот видите, очень легко. Открыли, тут у нас два ролика такие.
еще, друзья, по поводу вот этих кинопленок Fuji Chrome. Они даже на ощупь очень тоненькая пленка. И сюда вмещается 15 метров. Но кодек вроде бы, насколько я знаю, так я читал уже, вмещает только 12 метров своей кинопленки. Сюда можно только 12 метров сунуть, потому что она толще, подложка у нее. Давайте померяем внутренние размеры, максимальные размеры этих кассет. Так, тут у нас 60, 62, почти 63, 62, скажем так, да, полезных. А в этой кассете у нас будет намного меньше. Поэтому здесь мы можем разместить, а здесь у нас 53 чистых. Ну, понятно, что вот это кольцо, ведь оно даже больше это кольцо, которое находится в этой кассете, чем бабышечка, которая находится в кассете от Fuji Chrome. Тем самым мы можем намотать меньшего диаметра, да, чем здесь. Здесь у нас будет начало уже, как говорится, с большого диаметра, и поэтому вот это расстояние, понятно, что оно так трудно, это нужно высчитывать по формуле, то есть внутренний этот минус внешний диаметр, чтобы узнать, сколько у нас полезной площади. Так, тут у нас 17 почти. И тут чуть-чуть больше. Тут 18 с лишним, почти 19. Но здесь, помимо того, что здесь больше места для пленки, еще это все на больших диаметрах. То есть еще добавится. То есть там по геометрии у нас еще больше добавится сюда пленки, потому что вот эта площадь, она больше намного, чем вот эта. С учетом даже если эту еще уменьшить, ну, то есть вот эти внутренние, там пару виточков, они как бы налаживают слои, но они эффективности мало. То есть, например, такой метраж, да, или тут на этом диаметре, да, там пару этих, он уже будет длиннее чуть-чуть. Ну, в общем, из практики я так уже общался даже с ребятами испанцами, они там вот в Арктике снимали, они именно сматывали с Super 8 вот такой вот на Single 8 для того, чтобы снимать фуджикой тысячной. Точно я там посмотрю еще, ну, в общем, тысячная какая-то и таким большим объективом. Вот именно вот я так думаю, что из-за надежности вот этих кассет. Поэтому формат, я же говорю, он почему-то не пошел, и очень даже зря. Возможно, даже если были по 12 метров, ничего страшного, можно было с этим жить, как бы. Даже если взять кодек там или сфему. Хотя, ну, надо посмотреть, может быть, сфема и тоньше. Или фомопан. Надо посмотреть именно, померить. Реально самому померить, сколько здесь метров можно вместить. Чтобы она не упиралась, а так еще могло. И чтобы вот эти вот не соединились в какой-то момент, когда у нас здесь две. Вот они тут тоже могут соединиться, поэтому когда половина здесь, они самые ближе находятся на этом расстоянии и могут соединиться. Очень нужно быть внимательным при зарядке в темноте. Здесь у нас, видите, такой вот на храповичке таком маленьком, такая вот у нас прорезиненная. То есть в эту сторону она подтормаживает. Почему? Потому что если вдруг, особенно на начальных витках, она пленку тянет сильнее, потому что малый диаметр,
Не быстро, но сильно. И вот этот резиновый валик, он подтормаживает. Ну, как в кинокамерах, в принципе, во многих. Он подтормаживает. И тогда только за счет того, что когда у нас грейфер передает пленку, вот сколько он передал, столько оно и принимает. Что-то лишнее, она раз его подтормозила. Так, это у нас будет. Вот мы установили. Теперь мы возьмем маленький кусочек изоленты. Так, немножко отмерим. Но это все в темноте. Все в темноте делаем. И сделаем вот такой вот страховочный такой, чтобы не разматывались витки. Устанавливаем. Ну, наверное, сначала надо подготовить, а потом уже устанавливать. Нет, порвалось. Посмотрим сейчас. Как-нибудь зацепим ее. Ну, для того, чтобы не было у нас потом неправильной зарядки, нужно, конечно, все это заряжать, попробовать сначала позаряжать на свету, потренироваться. 5-10 раз не помешает. И потом уже в темноте с пленкой. Можно в темноте еще тоже с тестовой какой-нибудь, а потом в итоге надо будет. И не смотрите, обязательно нужно прощупать, чтобы у вас пленочка шла вот так вот. Все, это мы в темноте все заряжаем. Можем этой же изолентой, которой мы страховали наши от разматывания витков при зарядке в темноте. Ну и старенькую, которая у нас была. Можем новенькую, чтобы она там не мешала нам. Теперь вставляем. Можем проверить, да. Ну, сейчас она не тянет, потому что надо закрыть крышку, чтобы она прижала, прижимной столик прижался к грейферу. Все, видите, идет. Пленка у нас идет. И так она не идет, а так она идет. И приемная, и подающая. Отпустил, нет. Идет. В этой кинокамере только одна скорость. Вынимается очень легко. Вот так просто берете и вынимаете. В темноте вы ее вскрываете. Очень легко, да? За нижнюю часть держим, верхнюю поднимаем. Все. То есть вот видите, она ее мотает. Перфорация вниз должна быть намотана. Я по привычке это что-то вылетелось наверх сначала намотал. Смотрю, не идет. Потом это понял, что не так намотал. Все, еще раз проверяем. Вот она идет. Теперь диафрагма у нас работает автоматически. Вот я на свет, и она у нас реагирует. Сейчас этот фонарик. Вот. Вот видите? Больше и больше. Сейчас камеру автомат включу. Ну, давайте камеру сейчас в автомате включил. Вот смотрим на диафрагму. Вот видите, она сейчас открытая. Вот я перемещаю и ярче делаю свет. Она раз закрылась. Открывается, видите? И полностью открылась.
Но это у нас она думает, что здесь 25. Мы даже можем проверить, да? При одном и том же. Вот она сейчас такое положение имеет. Ну вот я сейчас фонариком свечу. Вот туда-сюда. Фонарик вот еле-еле. Это при 25. Сейчас я не выключаю фонарик, также его. И мы сделаем 100, как я говорил. Прижмем. Вот она встала на 100. И теперь смотрим. Это у нас уже 100. Вот видите, положение диафрагмы другое уже. Вот я специально ввожу туда к датчику и видите, да? Сейчас я вскрою. И мы сделаем ее 25, как 25. Вот у нас 25. Видите, положение. Положение снова изменилось. То есть диафрагма более открытая. Она такая специфическая. Но она работает, да. То есть она, кажется, вроде как помехи такие. Ну, такая диафрагма. Но она работает. Давайте посмотрим, как она движется без... Если не вылетит, сейчас посмотрим. Не хочет. Не хочет. Здесь поднялась. Вот пошла. Не, она, видите, крутится ролик. Ролик крутится. Вот интересно, когда я первый раз тут открываю, мне самому стало интересно посмотреть, как она в открытую работает. Ну так, хорошо тянет. А вот просто мотает без этого. Ага, вот она. В общем, кассетка, видимо, прижимает немножко этот ролик. Да, здесь такой, как иголка, ну, такое острие. И она ее не тянет, потому что... А так пошла, видите, да? То есть вот я держу, этот ролик, он не должен крутиться. Потому что я знаю, что вроде не крутятся эти ролики, вот эти передние, нижние, которые идет. Вот этот, да, согласен. Это на подачу. А вот это должен подтормаживать, а он крутился. Но сейчас я его прижал. Вот она не идет. Сейчас. Вот я ролик прижал. Оно за счет того, что грейфер подает пленку. То есть вот так вот я, вот смотрите, я держу, не крутится. За счет того, что грейфер подает, она его отпускает. Как только грейфер перестал, все, она уже ролик не крутится, и он подтормаживает пленку. А вот так вот это неправильно. Он должен стоять. Ну, его, видимо, кассета, верхняя крышка его прижимает. Поэтому она не крутится. Вот так вот. Интересно, да? Все, дальше она у нас не идет, потому что в этих пленках сделан вырез. И я тоже его сделал. Вот видите, такой вот вырез. Вот этот вырез я сделал. Там тоже идет в оригинальный. Я специально оставил кусочек, как образец. Чтобы можно было, ну, чтобы грейфер не встал там в пленке где-то, в перфорации, а именно в холостую крутил себе, да и все. Теперь, когда мы крутим в обратную сторону, ну, можно, да, сделать, если эффект наложения или еще что-нибудь в закрытом, то есть в темноте вы, например, открыли кинокамеру,
и можете намотать обратно. Ну, придумать какое-то приспособление такое. Можно школьную резинку, вот эту, ластик, да, подточить так и туда его всунуть и крутить назад. Ну, вот. Такая вот была у нас кинокамера сегодня на обзоре. И обязательно выключайте влог в замок, потому что будет садить батарейку именно экспонометра. Как только вы включаете, у вас сразу экспонометр, раз, там стрелочка указывает, какая диафрагма. Ну, в данном случае без кассеты. То есть там диафрагма вот сейчас показывает между 4, 5 и 6. Ну, у меня тут освещенность. Сейчас показывает где-то двойку. Почти 1,8, там чуть ближе сюда. То есть вот это вот поле сейчас у меня 400 единиц. Но это при этих батарейках. Сейчас я попробую экспонометром проверить. Не факт, что у нас покажет точно эту освещенность 400 единиц, потому что батарейки там у нас находятся неправильные, скажем так. По 1,5 вольта это будет 3 вольта, а надо чтобы было 2,7 вольта. Это сейчас посмотрим. 400 единиц. Вот именно вот такой свет у нас. Ну да, показывает, ну там около 2. Подождите. Не, видите, показывает неправильно. То есть там показывает около 2. Между 1,8 и 2,8. А тут у нас показывает между 2,8 и 4. Потому что выдержка здесь 1/30. 1/30. А может быть не 1/30, а может быть какая-нибудь одна. Тогда возможно. Если угол обтюратора, если 1/40, тогда, если у нас 1/40, так 30, так 1/3 мы добавляем. Все правильно, так будет где-то 2,8 получается. Но все равно неправильно. Если отраженным светом, тоже то же самое. 2,8 показывает. Здесь у нас более открытая диафрагма, значит, что батареечки у нас неправильные. Надо устанавливать сюда все-таки правильные батарейки. Может быть, уже не тоже были такие батарейки, поэтому был пересвет на кинопленке. Ну что ж, будем иметь это в виду. Нашу кинопленочку используем любой какой-нибудь скотчик. Размотаем какое-то количество пленки для удобства. И сделаем. Можем даже вкрутить. Через тросик попробовать. Счетчик метров у нас вращается. Все в порядке. Ну да, где-то чуть больше 8 метров здесь. То есть, когда у нас пленка уже перестала идти, счетчик все равно будет считать. Это нужно иметь в виду. То есть ориентируйтесь не по счетчику, а по вот этой белой точечке. Вот она. Она не крутится, ну и звук. И звук изменился. А счетчик кадров будет у нас перемещаться. Когда мы открываем крышку, он сбрасывается. Сейчас проверю, крышку когда или когда кассету вынимаем. Да, крышку вот мы отщелкнули, и он сразу сбросился. Все. Вот тут наш вырез, который я сделал еще заранее. Ну, осталось только тестировать. Ну, уже в следующем каком-нибудь из видео. Уже какой-нибудь кинопленки нет подходящей. Сейчас именно 100 хочу единиц. Фомопан. Пока что ее нет у меня. Купим. Все, друзья, всем пока.